Бодрум, Турция. Начало лета, жизнь прекрасна. Погнали! Гуляешь по набережной, а вокруг роскошные яхты, белоснежные каменные дома в греческом стиле, богатое историческое наследие и, конечно же, бескрайние лазурные воды Эгейского моря. Добро пожаловать в Бодрум, один из самых знаменитых курортов Турции. Его нередко называют турецким Сан-Тропе. Это престижное направление давно полюбили состоятельные путешественники, звезды шоу-бизнеса, политики, спортсмены, ну и просто те, кто ценит высокий уровень комфорта и отдыха. А среди обычных туристов и людей попроще Бодрум успел превратиться в мем, и за ним закрепилась слава города с лохмаджунами по 2500 лир за штуку. Правда ли, что это курортный шик, и Бодрум действительно как-то выделяется среди турецких курортов, или же это просто раздутая история? Стоит ли вообще сюда ехать и приплачивать за отдых, или же лучше выбрать более привычные варианты на юге Турции? Давайте разбираться во всем этом вместе. Сейчас 4 с лишним часа дня, и это время после сиесты, так называемой. На улицах в это время народа не очень много, потому что жарковато, и все в основном по отелям сидят, прохлаждаются, либо купаются в море, на пляжах балдеют. И, как видите, заведения сейчас они в основном пустые, все только-только как раздупляются, приходят в себя и готовятся принимать гостей вечером. Вечером улицы Бодрума просто заполняются гуляющими, в заведениях свободного места нет, яблоку негде упасть. Вечернюю ночную жизнь вам тоже покажу. А сейчас погуляем немножко по исторической части города. Справа получается марина с кораблями, слева самое разнообразное сборище ресторанов. Ну их просто здесь на каждом шагу всяких заведений. И турецкая кухня, и европейская, и кофейни, и какие-то, не знаю, пидешные, кебабные, и ларечки, и морепродукты вы здесь найдете. Все вообще, все, что вашей душе угодно, на любой вкус. Прежде всего, Бодрум – это курорт со своим характером и стилем, не похожим ни на один другой курорт Турции. Сочетание белого, голубого и синего цветов уже давно стали брендом города, и первое, что бросается в глаза – это его узнаваемая архитектура. В Бодруме действует строгий закон. Цвета домов на всем полуострове должны быть только белыми или цвета природного камня. У большинства домов крыши плоские, чтобы на них можно было разместить террасу, а еще оконные рамы, двери, калитки и ворота покрашены синим или голубым цветом. Есть самые разные версии, почему именно эти цвета, но вообще бело-синяя покраска – это греческий стиль кеклад, который характерен для таких островов, как Санторини и Миконос. Там эти цвета символизируют белую пену Эгейского моря и голубое небо. В Бодруме, да и в целом на западном побережье Турции в прошлом преобладало греческое население, и данного стиля придерживались и здесь. В настоящее же время это дань прошлому и желание сохранить уникальный облик города. Но помимо символического значения есть и практическое. Побелка сама по себе дешевая и в принципе используется в странах с жарким климатом. В разгар лета в Бодруме температура в тени зачастую переваливает за 40 градусов, а на солнце и того жарче. Но как известно, белый цвет хорошо отражает солнце, поэтому помещения не так сильно нагреваются. Ну а с эстетической стороны это просто красиво. Местами Бодрум выглядит как самая настоящая средиземноморская открытка. Белоснежные кубические домики с синими ставнями, утопающие в буйных красках бугенвилей. Ну просто сказка. За что любят Бодрум, друзья, так это за его аутентичность, за его узкие каменные улочки, дома. Вот смотрите, идешь вот так вот и раз, такая красота цветет. Сейчас самое начало сезона, все зацветает, все такое красивое, улицы просто утопают в цветах. Идти по таким улочкам-закоулочкам одно сплошное удовольствие. Но только если вы идете с горки.
Когда идешь в горку, ни о каком удовольствии, конечно же, речи не идет. Но тем не менее, аутентичность Бодрума работает в обе стороны. Это у него не отнять. Что вверх, что вниз. Очень красиво, атмосферно. Слушайте, ну, я вам сейчас покажу, ну, все в цветах. Разве может у тебя что-то в жизни быть не так, когда ты идешь среди такой вот красоты? Ну, просто все шикарно. Ну, что это за красотень сзади меня? Ну, вообще. Глаз радуется, настроение прекрасное, когда гуляешь среди всего вот этого вот. На самом деле, большая часть Бодрума вот такая. Это особо ничем не выдающиеся каменные дома в самой обычной белой побелке. И новые виллы строят тоже, без каких-либо выдающихся архитектурных особенностей и цветов. Поэтому за домами и улицами поярче нужно отправляться в исторический и по совместительству туристический район Бодрума. Это рынок и квартальчики за ним. Там вы найдете локации для ваших красивых фотографий. Набережная упирается в рынок бодрумский. Здесь, кстати, особая такая атмосфера. Не знаю, как вам ее передать, надо показать. Словами и не опишешь. И на рынке находится еще одна историческая достопримечательность – караван-сарай. Мы сейчас направляемся в него, хочу вам его показать. Там тоже очень интересно на самом деле. Там куча всяких разных заведений, тоже очень вайбовых, со своей атмосферкой. Друзья, я не любитель шопинга, поэтому на том, чем торгую на рынке, особо сосредотачиваться не буду. И покажу вам буквально по верхам и совсем чуть-чуть. В целом, рынок в Бодруме вообще ничем не отличается от любого другого рынка в Турции. И в плане товаров здесь все те же вещи любых размеров и фасонов. Всевозможная бижутерия, украшения, амулеты. Добавок ко всему вы здесь найдете бесконечные лавки со всякими сувенирчиками и безделушками, текстилем и, конечно же, не обойдется без подделок именитых брендов. Тут вам и тапки Гуччи-Муччи, и часы Rolex Шмоликсы, и сумки от Луи Батона, и духи от Дольче Гиббона. Мы с вами все-таки на лакшери курорте, не забывайте, друзья. Одним словом, здесь классика турецких рынков, и найдется все, что вашей душе угодно, от Шинели до Шанеля. Если вам интересны какие-то действительно необычные сувениры, то рекомендую заглянуть вот в этот магазинчик с красивыми изделиями из дерева. Такие вот необычные доски можно приобрести на подарок. Ну, не банальная, там, не магнитика I Love Bodrum. Что-то поинтереснее и практичное в хозяйстве пригодится. Ну и, конечно же, после шопинга нельзя не зайти в какую-нибудь кебабную и не перекусить. В Бодруме, кстати, у вас есть шанс попробовать особую разновидность сибзели кебаб, что переводится как овощной кебаб. Посмотрите, друзья, это просто какой-то царь-кебаб. Только в Бодруме такое увидишь, это что-то нереальное, слушайте. На вид, как и на запах, это просто мамма мия. Просто красота. Честно, такое вот, кроме как в Бодруме, больше еще нигде не видел. По рынку в Бодруме, кстати, интересно гулять. Это не просто такой типичный базар турецкий, а все эти лавочки находятся в старинных домах. И помимо, в общем-то, стандартного набора турецкого рынка, еще можно и поразглядывать архитектуру бодрумскую старинную. Конечно, в основном вся старинная архитектура на рынке теряется в прилавках и вывесках. Но тем не менее и тут можно встретить интересные и красиво украшенные дома. Если присмотреться, можно заметить и резные деревянные двери, и декоративные кованые элементы, и старые таблички, и аккуратные окошки, выкрашенные в синий цвет. Иногда даже вот такая вот старина попадается напротив супер фешенебельного заведения, такого красивого. В общем, контрасты в Бодруме на каждом шагу. Отдельная моя любовь в Бодруме — это вот такие вот заведения на набережной. Друзья, ну посмотрите, какая красота. Вечером перекусить здесь, поужинать с такими вот видами. Слушайте, ну, мне кажется, это очень романтично и красиво. Посмотрите, все. Супер просто. Здесь вот так вот начинается типа пляж. Вот он с такой водичкой. А вот здесь вот море с яхтами. И вот справа крепость. Ну, красота вообще. И еще одна достопримечательность, которую хочу вам показать, это караван-сарай. Но что-то его никак не могу найти. Он находится где-то на рынке. А, вот он. Вот и вход как раз, слушайте. Такое тоже атмосферное, аутентичное местечко. Вот он, друзья, посмотрите. Что за красота. Просто
Восточная сказка самая настоящая. Очень атмосферное местечко. Тут еще такая музычка играет, настраивающая на атмосферу Востока. Очень классное место для того, чтобы прийти вот так вот и в тени навесов расслабиться и выпить чашечку турецкого чая. Тут еще расположились лавочки в комнатах караван-сарая. Всякое продают здесь. Начиная от искусства, заканчивая типичными сувенирами и, конечно же, одеждой. Друзья, посмотрите, какая красота тут. Женщина рисует картину с таким вот бодрумским настроением, бело-синие цвета. Вообще просто сказочно. Очень атмосферно. Можно с собой тоже на память увезти. Тоже такой нестандартный сувенирчик будет вам. Хан датируется 1771 годом, между прочим. Такая старина посреди Бодрумского рынка. Ну, он исторически здесь был, да, то есть формировался столетиями, получается. И вот сквозь века, сквозь историю этот рынок прошел. В то же время вот так вот с рынка сворачиваешь налево, и вот начинается та красота, за которую так любят Бодрум. Это вот его каменные, аутентичные, старинные улочки. Слушайте, ну очень вайбово, красиво. Ой, мама, вы посмотрите, что за проулочки, переулочки. Вот такие вот проулочки, закулочки. Просто супер, друзья. Посмотрите, ну какая красота. Что за эстетика. Это вот какой-то пансион здесь. Такую вот штуку у себя сделал. Ну, очень мило. Очень аутентично. И упираемся в такие вот калиточки. Синие. Раз, два. Вот так вот жили и живут дворами. То есть, пожалуйста, здесь одна семья. Здесь вот другая. Вот здесь вот дом чей-то. Ну, в общем, такие вот они улицы Бодрума старого. Бодрум — это то место, где, гуляя по улицам, будешь получать нескончаемое эстетическое удовольствие. Ну вот посмотрите, что за красотень. Вот как мимо этого можно пройти вообще и не сфотографировать? Выйдя из рынка, мы попадаем с вами на главную улицу, которая называется Бульвар Ататюрка. Любители шопинга будут в восторге, потому что на самом деле рынок не кончается, и на этой улице вы найдете всевозможные магазинчики и бутики. Вообще надо отметить, что Бодрум ориентирован на европейского туриста, и как следствие русскоговорящих продавцов на рынке и в магазинах вам будет попадаться значительно меньше, чем на том же Анталийском побережье. Но тем не менее и русскоязычных продавцов тоже можно встретить, причем эти встречи порой могут быть совершенно неожиданными. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nerelisin? Rusyalıyım. Rusya'nın neresi? Санкт-Петербург'da. Oo, İzmir. İsmail. О, здравствуйте. Хорошо, нормально. Все отлично. Отлично. Питер. Хороших праздников. Как ваши дела? Друзья, ну наши люди повсюду. И так вот гуляешь по Бодруму. Свои тут. И здесь вот, пожалуйста. Угостили меня черешенькой. Слушайте, какая здесь красочная лавка. Обалденная. И фрукты такие великолепные. Это тоже ваш магазин? Это тоже наш. Ну, смотрите, друзья, ну вот мимо не проходим. Поддерживаем наших. Неожиданно в Бодруме встретить русскоговорящих продавцов. Тем более еще. Да, свои тут все. Приезжайте в гости. В Бодруме вообще живете? Ну, где-то 2 года. 2 года. Нравится? Нормально. Торговля идет? Да, пойдет потихоньку. Ну все. Стараемся. Все по кайфу. Вас как зовут? Руслан. Игорь. Очень Очень приятно. приятно. Хорошего дня вам. Спасибо за Тоже угощение. хорошего дня. Спасибо. Вообще, конечно, я из Пятигорска, но в Турции знаю всего 3 российских города. Это Москва, Петербург и Сочи. Поэтому, когда нет желания вдаваться в уроки географии, я говорю, что из Петербурга. И тем более, я там полжизни прожил, поэтому даже почти не наврал, получается. Ну а мы тем временем оказались с вами на набережной за рынком. Здесь прямо на берегу расположилось множество кафе и ресторанов, которые вечером будут заполнены людьми до отказа, потому что самые романтичные ужины в Бодруме в этих ресторанчиках у воды. Тут же находится небольшой променад с лодками.
яхтами, по которому тоже приятно пройтись, а за ним находится пляж. В Бодруме, кстати, очень большая марина, и по количеству яхт, наверное, уступает только Мармарису. И в любой точке Бодрумской набережной можно арендовать судно любого размера, начиная от лодки и заканчивая яхтой. Все за ваши деньги. На променаде тоже все классно и красиво. Отсюда открываются потрясающие виды на крепость и море. Но единственный момент. Иногда в этой части города бывает ветрено. Так как Бодрум это не очень большой полуостров, ветра здесь нередкие гости. В Бодруме вообще ветрено круглый год. Гуляя по улицам в центре, вы скорее всего ветра ощущать не будете. Там закрытые пространства, узкие улочки и дома. Но на открытых участках, на набережной и на пляже бывает поддувает. Так что имейте в виду эту особенность. Ну а так в целом туристический центр Бодрума и рынок я вам показал. Вечернюю атмосферу пляжа мы с вами посмотрим чуточку позже. А пока я предлагаю пройтись по историческим достопримечательностям. Их тут немного, и, положа руку на сердце, не все стоят вашего внимания и денег. Но обо всем по порядку. Первой достопримечательностью, которую мы с вами посмотрим, будет Галикарнасский мавзолей. Это одно из сохранившихся чудес света. Ну, как сохранившихся? Что-то от него сохранилось, конечно. Вот так вот колонны, немножко фундамента. И внутри есть небольшой музей на территории, где тоже можно посмотреть остатки рельефов. И тут еще, конечно, фильм показывают с рассказом о том, каким он был великолепным вообще, этот мавзолей, и какая у него была история. Галикарнасский мавзолей был построен в IV веке до нашей эры как усыпальница корейского правителя Мапсола. Кария – это древнее царство и регион, существовавший со второго тысячелетия до нашей эры. Этот народ жил чуть севернее территории ликийцев, в районе нынешнего Бодрума, Мармариса, Дачи и Дидима. После смерти Мапсола его супруга поручила возведение монумента лучшим греческим архитекторам и скульпторам того времени. Здание сочетало греческие, малазийские и восточные элементы и достигало около 45 метров в высоту, что по тем временам было самым настоящим инженерным прорывом. Мавзолей был украшен колоннами, многочисленными скульптурами, а его верх венчала колесница с фигурами Мапсола и Артемисии, его супруги. Необычайной красоты строения стало настолько знаменитым, что само слово «мавзолей», образованное от имени правителя Мапсола, вошло в языки и стало обозначать любые величественные надгробные сооружения. Мавзолей простоял более 1000 лет, пока не был разрушен серией землетрясений в эпоху Средневековья. А после его обломки растащили и использовали для строительства крепости Святого Петра рыцари-госпитальеры. Если у вас хорошая фантазия и хочется отметиться у одного из чудес света, то можете потратить немного времени и денег, чтобы заглянуть сюда. Входной билет стоит 3 евро, но как по мне лучше эти деньги потратить на чашечку кофе в кофейне на набережной. В музее смотреть особенно нечего, а от кофе вы гарантированно получите удовольствие. Мы сейчас направимся к другой достопримечательности, которая в разы интереснее. Это замок Святого Петра. И там вот действительно есть на что посмотреть, и обязательно нужно сходить туда, если вы оказались в Бодруме. В центре Бодрума находится его самая главная и самая интересная достопримечательность – крепость Святого Петра. Это массивная и очень эффектная средневековая цитадель, которая стоит прямо на берегу моря. Ее начали строить рыцари-госпитальеры в 1402 году, когда им нужен был новый форпост на Эгейском побережье после усиления Османской империи. Галикарнас подходил для этой цели идеально. Удобная гавань, выгодное положение и возможность контролировать морские маршруты. Да и до Родоса, где в то время базировались госпитальеры, отсюда было рукой подать. Материалов для строительства крепости долго искать не пришлось. Рядом стояли руины Галикарнасского мавзолея, уже разрушенного землетрясением. В 1523 году, после падения Родоса, крепость перешла под контроль Османской империи. Позже ее использовали как гарнизон и как тюрьму, казармы и даже как корабельную верфь. Только в 1960-е годы здесь начали археологические исследования, и крепость превратилась в музей подводной археологии, один из лучших в Средиземноморье. В музее находится сборная солянка экспонатов из разных эпох, и я только вкратце расскажу и покажу, что вас ждет внутри крепости, а то вам потом будет неинтересно. Крепость внутри представляет из себя комплекс башен, дворов, переходов и залов, и на протяжении всего маршрута вы будете переходить от одной экспозиции к другой. После входа вы сразу попадете во внутренний двор, где расставлены каменные блоки и элементы декора, взятые из Галикарнасского мавзолея. В этом же дворе находится часовня, которая была переделана в мечеть, после того, как рыцари-госпитальеры капитулировали перед султаном Сулейманом. Помимо всего прочего, в первом дворе вы увидите морские экспонаты и даже живого павлина, если повезет. На территории музея обитает павлин. Вот он прячется за кустами от посетителей. Видимо, уже его достали все фотографиями и видео. Ну, вот тут периодически орет такой вот белый, красивый. Вот видите, кстати, друзья, вот это вот остатки колонн Галикарнасского мавзолея замурованы в стену. То есть строили из того, что было.
Дворов крепости несколько, и соединяют их между собой основные башни и залы с экспонатами, образуя маршрут, где каждый поворот ведет к новой экспозиции. Во втором дворе плюс-минус то же самое, что и в первом. Античные скульптуры, фрагменты колонн и капители с декоративными элементами. В башнях и замках зала находятся самые разные экспозиции. Тут вы найдете древние украшения, бытовые предметы самых разных эпох, монеты, макеты кораблей и многое другое. Это все вы посмотрите сами, но из интересных находок хочу отметить вот такие вот древнегреческие чернофигурные амфоры, которые все помнят еще с уроков истории в школе, а также находки в гробнице принцессы Карии. В 1989 году группа английских археологов обнаружила неизвестную гробницу, внутри которой находился удивительно хорошо сохранившийся скелет женщины. Рядом лежали роскошные золотые украшения, корона, браслеты, кольца и другие изделия тонкой работы. По богатству погребения ученые предположили, что это могла быть гробница корейской принцессы Ады, сестры знаменитого правителя Мапсола. Интересно, что разные башни крепости возводили рыцари из разных стран. Английская, французская, итальянская и немецкая башни были отмечены гербами своих наций, каждая со своим стилем и уникальными архитектурными деталями. Самая высокая из башен французская, внутри каждой тоже находятся музейные залы, и сами они отличаются архитектурой, назначением и декором. В каждую мы заглядывать не будем, я покажу вам только одну из них, самую интересную на мой взгляд. Это английская башня, еще известная как Львиная башня. Из всех башен она самая атмосферная, потому что внутри на ее стенах остались надписи, высеченные теми самыми рыцарями, которые коротали здесь долгие дни и ночи. Одни надписи грубые и неровные, будто сделанные в перерыве между караулами, а другие выполнены удивительно аккуратно. Вот здесь, например, прямо заморочился человек. Среди посланий на стенах от людей 15 века здесь можно увидеть инициалы командоров, вырезанные в строгих латинских буквах, зачастую еще указаны годы, когда человек нес службу. Также встречаются символы в форме креста, меча, щита и гербов с лилиями, а также короткие надписи на латыни, девизы, личные фразы и молитвы. Рыцари-госпитальеры были глубоко религиозными людьми. Вообще название ордена происходит от слова «хоспиталь». Так в средние века называли приюты и больницы для паломников. Первые братья ордена возникли в Иерусалиме еще до крестовых походов и занимались тем, что принимали, лечили и кормили путешественников, прибывающих в Святую Землю. Конечно, со временем их миссия вышла далеко за рамки благотворительности. Они превратились в серьезную военную силу, которая противостояла расширению Османской империи и контролировала важные морские пути, но при этом они продолжали выполнять свою исходную роль – помогать больным, раненым и бедным. Среди всех экспонатов Музея подводной археологии особое место занимает зал Улубурун, названный в честь скалистого мыса недалеко от города Каш, у берегов которого более 3000 лет назад затонул небольшой торговый корабль. История обнаружения корабля началась в 1983 году, когда местный ныряльщик, занимавшийся добычей морских губок, заметил на дне необычные предметы, напоминающие каменные слитки. Он поднял несколько образцов и принес их в музей. Специалисты мгновенно поняли масштаб находки. Слитки оказались медью позднего бронзового века, а сам корабль датировался 14 веком до нашей эры. Подводные работы велись 10 лет, с 1984 по 1994 года. В 11 экспедиций по несколько месяцев каждая. Археологи выяснили, что корабль был около 15 метров длиной и перевозил примерно 20 тонн груза. По мнению археологов, корабль собирал товары в портах Сирии и Кипра, а конечным пунктом могли быть берега Малой Азии или даже Черного моря. В музее представлена реконструкция 15-метрового корабля и схема размещения груза в трюме. Все это позволяет увидеть находку практически в том виде, в каком ее обнаружили под водой. В общем, резюмируя, это один из самых интересных залов вообще во всем музее. А на выходе, кстати, меня ждал один из самых красивых экспонатов этого музея. Опа. Здравствуйте. Стоит тут. Посмотрите, друзья, какой красавец. Ух ты, как он делать умеет. Друзья, мне кажется, идеальное завершение экскурсии по замку, по крепости Святого Петра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, где такую красоту еще увидите. Даже если вам не интересна античность, история, экспонаты, все эти статуи, мозаики и прочее, сюда стоит подняться как минимум ради видов, которые открываются с замка, с этой крепости. Видно все, весь Бодрум как на ладони, со всех сторон. И яхты вот так вот выстроились. Море это синее-синее. Холмы, ну красота вообще неописуемая. Для фотографий самое оно. Цена, конечно, на билет кусачая. Думайте сами, решайте сами, идти или не идти. Но вот так вот показал вам вкратце, что вы здесь увидите, если все-таки решитесь. Еще одна историческая достопримечательность, которую стоит посетить в Бодруме, это амфитеатр. Он находится чуть на возвышении, на холме.
И немножко в гору надо будет пройтись от Марины, но оттуда открываются потрясающие виды на город. И раз уж мы пошли по историческим достопримечательностям, по античности, я думаю, мимо него пройти нельзя будет просто. Поэтому показываю вам еще и амфитеатр. Друзья, с амфитеатрами чего-то нам вообще не везет. В Фетие амфитеатр был закрыт. Здесь, в Бодруме, амфитеатр тоже закрыт, хотя 2 года назад я приезжал сюда, и все нормально функционировало, работало. Тут даже концерты какие-то проводились. Не знаю, может быть еще, да хотя уже и сезон начался, чего это они... Строительство амфитеатра в Галикарнасе началось еще при правлении Мавсола и было завершено уже в римский период. Это один из немногих объектов, который пережил завоевание города Александром Македонским. После раскопок и реставрации в 1973 году амфитеатр получил статус музея под открытым небом, и сегодня он снова живет культурной жизнью. Конечно, не в день, когда я сюда приехал, но вообще здесь проводят фестивали, концерты и выступления артистов. В свободное от мероприятий время сюда можно прийти, если открыто сделать фотографии на память и насладиться классными видами на Бодрум, крепость и море. Если бы еще не шумная трасса, которая проходит прямо у амфитеатра, было бы вообще идеально. Еще одна достопримечательность, друзья, историчная. Достопримечательность. В общем, античные развалины. Называются они Ворота Миндоса. Ворота были частью городской стены протяженностью около 7 километров и основным въездом в древний город. Когда Александр подошел к Галикарнасу, он атаковал именно эти ворота, чтобы проникнуть в город. Сюда точно не стоит идти, и вообще на ворота Миндоса не тратьте свое время, смотреть здесь реально нечего. Вместо этого лучше отправляйтесь на холм с мельницами. Еще одна достопримечательность Бодрума – это знаменитые мельницы на холме. Находятся они чуть-чуть за городом, но на самом деле совсем рядом с моим отелем. Мой отель тоже находится чуть-чуть за городом. Буквально 2 минуты от отеля на холм подняться, и вот он. Я здесь уже стою около мельниц. Сюда прикольно приходить, посмотреть закат. И вообще на самом деле не ради самих мельниц. От них мало что осталось. Они там в большинстве своем разрушенные стоят. Сюда стоит приходить ради видов, которые открываются с этого холма. Друзья, это что-то потрясающее. С холма открывается впечатляющая панорама на море и на 2 бухты. Оживленный Бодрум с его историческим центром с одной стороны, где мы только что погуляли, и на пляжную бухту Гумбет с другой. Здесь любят устраивать фотосессии на закате и просто приходят посмотреть, как заходит солнце и как Бодрум зажигается огнями. Идти сюда пешком будет немного утомительно, но оно того однозначно стоит. Я отдыхал в отеле, у которого был свой пляж, и поэтому отдых на бодрумских пляжах мне был не очень актуален. Но я пробегусь вам показать, что здесь вообще есть. Вообще, на мой сугубо личный взгляд, пляжи в Бодруме – это далеко не самая сильная его сторона. В Турции есть пляжи и поинтереснее, и поживописнее. И первым мы посмотрим с вами пляж в бухте Гумбет. Вот он, этот пляж. Называется место Гумбет-Сахиль, набережная Гумбет. И тут вот такой вот народный пляж. С зонтами, с лежаками. Можно вообще со своим покрывальцем прийти и на берегу расположиться. Вход пологий. Я смотрю, люди прям нормально так отходят от берега. Метров 15, и мужик стоит ему по колено вообще. Вот, то есть с детьми маленькими вполне себе сюда можно приходить. И подходит вариант для тех, кто не хочет тратиться на бич-клабы, да, и на платные пляжи. Обычно бич-клабы – это история для тех, кто хочет прийти и чилить весь день, да, смысла нет отдавать такие деньги за то, чтобы там искупнуться, часик позагорать и уйти. Вот отличный вариант, бесплатный, дешевый, пожалуйста, приходите, пользуйтесь. Здесь все есть для пляжного отдыха, и душевые, и переодевалки, и куча всяких кафе и ресторанов, тут плюс еще отели находятся, да, то есть какая-то часть пляжа, она закреплена, скорее всего, за отелем. Также можно покататься на банане, на ватрушках. В общем, весь стандартный набор отдыха пляжного здесь найти можно. Сам пляж бесплатный, но придется платить за шезлонги. Цены в пляжном кафе были от 300 до 500 лир с человека, но в эту сумму входит напиток. Еще один типа пляж находится вот как раз на рынке, да, если чуть правее пройти. Вот он, пожалуйста, здесь такой вот небольшой
на самом деле по ширине, но тем не менее расположиться как-то можно здесь. Тут, если это можно назвать пляжем, такой небольшой участочек с галечкой, где можно искупаться в принципе. Но зато виды здесь просто потрясающие. Если пройти в самый конец набережной, здесь располагается Халк-пляж, то есть муниципальный народный пляж. Тоже здесь все для отдыха есть пляжного. Зонтики, лежаки. Пожалуйста, приходи, купайся. Здесь галечка, но тем не менее, вон заход пологий достаточно. Дети плещутся вообще с кайфом. Такой вот пляж. Виды тут, как обычно, потрясающие в Бодруме. Пляж галечный, немножко песочка такой вперемешку. В общем, тоже имейте в виду, пляж муниципальный, можно искупнуться. В целом, вот такая информация по пляжам. Есть еще один большой пляж, похожий на пляж Гумбет в районе БТС. Я туда ехать не стал, потому что мне не актуально было. Да и в целом это далековато от центра. Но имейте в виду, что он есть. Ну а так, вот такая вот ситуация с пляжами в черте города. Как видите, пляжи имеются, вся инфраструктура есть, и купаться и загорать можно. Но учтите, что пляжи общественные и немного грязные. Поэтому, если вы любите красочные, чистые, живописные пляжи, как в провинции Анталия, то Бодрум в этом плане вас немного разочарует. Но не спешите расстраиваться. В Бодруме есть еще варианты для отдыха на море. Как альтернативу пляжному отдыху можно рассмотреть экскурсию на корабликах на набережной. Тут-то там стоят будочки, в которых эти экскурсии продают. Я решил отправиться в одну из таких экскурсий и сам хочу посмотреть, что тут вокруг Бодрума, какие красоты есть, и заодно вам показать. Стоимость такой экскурсии 1000 лир всего-навсего. Отплываете в 11:30, возвращаетесь в 6:30 вечера, то есть это на весь день. На таких экскурсиях обычно кормят, обед тоже покажу. И несколько остановок у корабля будет. Арак-Адасы – это самый популярный остров здесь, в Бодруме. Очень много экскурсий туда. Его еще называют турецкими Мальдивами. Посмотрим, что за турецкие Мальдивы такие. Можно будет поплавать, искупаться, потом будет обед, потом опять будем плавать, купаться, смотреть на красоту, окружающую Бодрум, и вечером вернемся обратно. Сейчас, в общем, покажу, как это будет. Друзья, ну все, подплываем на место. Посмотрите, какого красивого цвета вода. Сейчас еще сверху покажу. Вот они, те самые турецкие Мальдивы. Вот это вот остров Арак-Адасы. Так вот оно все выглядит красиво. Конечно, природа в Турции — это что-то потрясающее. В Бодруме в основном предлагают две программы групповых морских туров. Мы с вами сейчас посмотрим программу на острове Арак. Вторая же называется «Аквариум». У программы отличается маршрут, но в целом концепция одна и та же. Кораблик делает несколько остановок в разных местах, чтобы вы могли искупаться и позагорать. И каждая остановка займет час-полтора. Бухта Аквариум тоже очень красивая, с такого же красивого цвета водой и даже находится поближе к Бодруму. И у вас будет меньше времени на дороге и больше времени на остановках. Тоже, в общем, можете смело брать, не прогадаете. Мы плыли 2 часа, даже немного утомительно было, пока мы сюда добрались, но оно того стоит, конечно. Всю эту красоту увидеть своими глазами. Кайф. Мне кажется, половина марины Бодрума тусуется здесь. Куча кораблей, куча людей, но места всем хватает. В общем, красота, одним словом. Ну, вода, если честно, прохладная. Я прям не ожидал. Но теперь узнаю Эгейское море. Я люблю такую прохладную водичку, но имейте в виду, что вот так вот она может отличаться. Да? В Бодруме, в каких-нибудь бухточках с более-менее стоячей водой она будет потеплее. А вот так вот в открытом море у островов, ну, слушайте, прям ощутимо на несколько градусов вода прохладнее. Друзья, ну цвет воды просто супер. Я, конечно, еще пока не был на Мальдивах, но мне кажется, там плюс-минус так же. Дно песчаное, очень приятно наступать, ходить вообще по нему. Ну такая вот красота. А так, конечно, супер. Как бы если у вас будет время
и желание посетить это место в рамках этой экскурсии, имейте в виду, что вот так вот можно здесь побалдеть. На этой же остановке у нас был обед, я, к сожалению, так есть хотел, что забыл снять. Ну, в общем, там куриные наггетсы были, макароны и салат. Капуста, огурцы, помидоры. Как бы ничего особенного. Ну, такой вот стандартный перекус этот лодочный. Голодным, в общем, не останетесь. Кайфово, мне все очень понравилось. Классная остановка, классный цвет воды. Все такое лазурное. Вода, кстати, чистая-чистая. На дне песочек, ходить по нему очень приятно. Ну, собственно, цвет воды такой как раз-таки из-за того, что здесь песок. Ну, в общем, от Джака до Сы зачет. Ставлю лайк. Приплыли на вторую остановку, друзья. Тут тоже такой же интересный цвет воды, красивый. Немножко ветренее, но в целом панорамы, пейзажи просто супер. Но на этой остановке вода прям как лед, холодная. Я занырнул, поплавал 3 минуты и думаю, не, все. Наверное, на сегодня достаточно. Холоднее гораздо, чем в том месте, где мы были. Но зато здесь куча яхт. Можно сделать на фоне красивые фотографии. В целом тоже вода тут такого же необычного цвета, правда еще ветренее. Всегда было интересно, конечно, кто этими яхтами владеет, что это за люди. Друзья, ставьте лайки, и когда-нибудь, возможно, я вас тоже на такой яхте покатаю. Вот третья остановка, друзья, тоже в такой вот живописной бухте, тоже очень красиво. Тоже вот везде на всех остановках вода такого вот потрясающего лазурного цвета. И причем, чем дальше мы продвигаемся, тем холоднее вода. Самая теплая вода была на первой остановке. Но я уже не полез в воду купаться. Зато наш друг из Саудовской Аравии решился. Он на каждой остановке залазит, на каждой остановке кричит, что ему холодно и что он уже почти заболел. Но чувак 5 лет моря не видел, поэтому его это не останавливает, и он купается изо всех сил. I'm not going to join you. Но я ему не верю почему-то. И последняя остановка, друзья, на нашем пути. Называется это местечко, по-моему, Rabbit Bay. Кроличья бухта или Кроличий пляж. Как-то так оно, по-моему, называлось. Но не суть. Тоже все очень красиво. Здесь такие вот виды открываются на Черный остров. Тут еще вот так вот дома видно, тоже на горе. Все очень симпатично. Ну и, как обычно, везде потрясающий цвет воды, с кайфа, в общем. Как альтернатива каким-то пляжам в Бодруме или бич-клабам. Такой вот тур, ну супер просто. И прокатиться на красоту посмотреть, и среди таких вот красивых достопримечательностей искупаться. Красивых фотографий наделать можно. Ну, в общем, рекомендационно однозначный, тем более за 1000 лир-то вообще. После морской прогулки будет время заскочить в отель, немного отдохнуть, а потом отправиться на променад в центр города, чтобы проникнуться атмосферой ночного Бодрума. С заходом солнца начинается вечерняя ночная магия Бодрума. Зажигаются огоньки, друзья, это просто волшебное зрелище, посмотрите. Можно поужинать с видом на замок, на яхты вечером, ну вообще кайф. Вот так вот выглядит заведение на променаде со столиками прямо у воды. Я уже несколько раз в этом видео упоминал слово романтичное, и вот здесь оно как нельзя уместно. Но посудите сами. Теплые огни лампы, фонариков, в паре метров от вас волны Эгейского моря ласкают берег, а вдалеке виднеется замок Святого Петра с зажженной вечерней иллюминацией. Ну просто курортная сказка. С наступлением темноты становится прохладнее, и народ вываливает на улицы гулять и тусоваться. Слушайте, с заходом солнца народ на улице повываливал. Днем столько людей не было, а сейчас на рынке не протолкнулся. Все заведения просто забиты, яблоку негде упасть. Сегодня воскресенье, между прочим.
В вечернее время повсюду будут толпы гуляющих, и в самых популярных заведениях, скорее всего, все столы будут заняты. Поэтому, если вы заприметили какой-то прикольный ресторанчик, то стоит озаботиться о раннем бронировании столика на вечер. Я, кстати, облюбовал вот это заведение на набережной, называется оно Пальмея ресторан, настоятельно рекомендую. Готовят здесь крайне неплохо и за умеренный для Бодрuma ценник. Ну вот такой балдеж принесли, друзья. Легендарный чабан салатасы, любимый мой. И вот баранина, все очень красиво выглядит, сейчас будем пробовать как на вкус. Приятное такое заведение, на улице у них есть столы здесь, можно на свежем воздухе поесть. Все было очень вкусно, ну баранина, мне кажется, не может быть невкусной. Балдеж, рекомендацион, и по ценнику сейчас посмотрим, что вышло. В Турции, если будете, кстати, помимо стандартного мороженого турецкого, ну где там на палке его крутят, вертят, здесь вам его не дают. Рекомендую попробовать еще такую вот тему с фруктами. Очень вкусно. И вот еще там шоколадом ее поливают. Ой, как он пахнет, это прям вообще мимо пройти очень сложно. И плюс ко всему вот здесь вот они еще делают такую вот картошку на палочке. Тоже такая уличная балдежная тема. Bitecek dersin görmüşüm rüya. Bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya. В заведениях на набережной, про которые я говорил в начале видео, тоже аншлаг. Неважно, кофейня, бар, закусочная или ресторан, в сезон все будет занято, везде будет куча народа. Особым вниманием здесь пользуются заведения с живой музыкой. Такие рестораны называются мейхане, и без них трудно представить себе ночную жизнь в Турции. Это традиционное заведение представляет собой место с музыкой и танцами, где подают алкогольные напитки и разнообразные закуски к ним, которые в Турции называются мезе. Если хотите полностью окунуться в турецкую атмосферу, рекомендую хоть раз заглянуть в хорошую мейхане. Если честно, я в этот момент чуть жидкого не дал от неожиданности и такого внимания к своей персоне. Было очень смешно, когда весь ресторан повернулся на меня в недоумении, типа, что происходит. Вообще заведение у них веселое, и каждый вечер у них были и песни, и танцы, и всегда были заняты все столы. Вот такая вот она ночная жизнь Бодрума, вываливается из ресторанов на улицу, на проезжую часть. Танцы бешеные, лютые. По цене, в общем, в том заведении вышло 1380 лир. Ну, баранина дорогая у них. Как бы в среднем для Бодрума как будто бы нормальный ценник, но по Турции оно значительно дешевле стоит. Ну, такие вот дела. Зато очень вкусно было. Я бы сказал, что ценник в Бодруме выше в 1,5, а то и в 2 раза, чем в среднем по Турции. Вот, например, вот эта двойная порция шашлыка из куриных крылышек с салатом и минералкой в самом обычном заведении вышла мне ровно в 1500 лир. Ну, в общем, будьте готовы к тому, что на отдыхе в Бодруме вы будете очень сильно переплачивать по сравнению с другими курортными городами. Не успели мне шашлык принести. Смотрите, какой красавчик пришел инспектировать. Якшамлар. Сидит типа не при делах такой. Супер красивые виды на ночной Бодрум. Просто пушка-бомба. Куча огоньков. Видно вот марину, видно замок. Ну, просто балдеж. И с другой стороны тоже очень красиво. Одним словом, я вообще не пожалел, что взял отель на этом холме. Супер. Ну и напоследок расскажу про отель, в котором я останавливался. Называется он Holiday Inn Resort Bodrum. И, на мой взгляд, весьма интересный вариант для проживания. Но, как всегда, не без нюансов. Отель в целом приятный. Вот так вот выглядит лобби отеля. Персонал за стойкой по-русски не говорил, кстати. Ну, может быть, вам повезет и будет кто-то русскоговорящий, если вы решите сюда приехать. Но я бы не рассчитывал. При заселении вас сразу попросят заплатить депозит. Но об этом нюансе расскажу буквально через минуту. В Бодруме много всяких отелей на любой вкус и кошелек. Но на фоне всех этот отель выделяется с
сочетанием хорошей локации и собственного пляжа. Расположение – это один из главных плюсов отеля, но в то же время для кого-то наоборот может оказаться минусом. Дело в том, что отель находится в отдалении от центра города на том самом холме с мельницами. Виды, которые открываются с этого холма, я вам уже показывал. Просто потрясающие пейзажи и панорамы. Но так как отель растянулся по склону, значительная часть территории – это ярусы с домами, соединенные лестницами и лифтом. Поэтому придется либо ходить туда-сюда пешком, либо ждать лифтов, если вам тяжело подниматься. Отель довольно удален от центра Бодрума, и пешком придется идти минут 40, а обратно еще дольше, так как путь будет в горку. Для тех, кто хочет совмещать пляжный отдых в отеле и прогулки по городу, вариант интересный. Для всех остальных есть такси. Таксисты тусуются прямо на выходе из отеля, поэтому куда-либо доехать у вас не составит труда. Одно из самых сильных преимуществ отеля, на мой взгляд, это пляж. Море здесь действительно чистое, глубокое, спокойное, просто идеальное место для плавания. Песчаной полосы практически нет, но есть ухоженная пляжная платформа с шезлонгами и матрасами. Но еще раз скажу про виды, друзья, это просто сказка. Я обалдел с этой панорамы все мое пребывание в этом отеле. Ну, очень красивая бухта. Сюда еще яхты приплывают, и картинка просто открыточная. У отельчика такой вот прикольный пляж. Заход в воду, здесь лестниц. Вода чистейшая, красивейшая. Вокруг виды прекрасные. На холмы, на яхты, которые здесь чилят. Ну, просто сказка. Здесь вот, пожалуйста, прямо на пляже снэк-бар, туалеты, переодевалки. Можно вообще весь день здесь балдеть и даже в номер не подниматься. Очень красиво, очень ухоженно здесь все. Лежаки, даже гамак есть. Ну, в общем, кайф. Тут на пляже смешная акваэробика такая. Тут люди на скорости рыбу сначала глушат в прибрежных водах. А потом упражнение меняется. Блин, тренер вообще остервенело, там, не знаю, краба какого-то лупит. В общем, а потом упражнение меняется, и они над собой машут вот так вот этими дубинами и отпугивают чаек от пляжа, чтобы отдыхающим не мешали. Сегодня 8 июня, вода просто супер по ощущениям, градусов 25. Но я вообще люблю попрохладнее, поэтому я плохой ориентир. Вот для меня просто идеально. В воду заходишь, чуть-чуть холодно, но буквально через несколько секунд привыкаешь и все, плавать одно удовольствие. Чуть выше пляжа находится снэк-бар. Тут и забалдеть можно, и в бильярд поиграть, и вон там ребята лупят в настольный теннис. Какая-то зона для детей есть, огороженная. Также есть бассейн, он здесь разделен на зоны, и вот слева это такая неглубокая совсем зона для маленьких детей. И такой вот спуск плавный туда, подальше, поглубже. Ну, тоже так все чилово, кайфово. Вот такой вот ресторан. И потом вот выходишь на террасу и с такими вот видами на море с удовольствием завтракаешь. Ну, просто сказка. В отеле такая концепция, что помимо той оплаты, которую вы сделали, допустим, на каком-нибудь букинге, да, или любом другом сайте для резервации, они берут сразу при въезде депозит. С меня взяли депозит 3000 лир за 3 ночи. Еще даже ключ от номера не успел получить, уже доплатил. Но, в общем, у них смысл такой, что в этот депозит входит твоя возможность тратить его на территории отеля. Да? То есть у них завтрак, ну вообще система странная, ну короче, на завтрак ты приходишь, говоришь номер комнаты, завтрак стоит 10 евро с человека. Потом при выезде из отеля сумму, которую ты наел на завтраках, ее будут вычитать. Плюс, если ты хочешь там какой-нибудь алкоголь в баре взять, или там напитки какие-то, либо в снэк-баре что-нибудь, вот это тоже берется из этого депозита, и плюс сверху там ты потом доплатишь разницу, если наел больше. Ну, в общем, я такой системы я до этого не встречал, что там мешало сделать, не знаю, завтрак включенный в проживание, ну, сделайте цену чуть побольше. Ну, может быть, короче, маркетинговые моменты какие-то, не знаю. Но, в общем, оно работает так и может вызвать некоторый ступор на заселении, да, ты еще не успел зайти в отель, уже надо доплатить за что-то. Но вот так вот оно работает, завтраки супер вкусные, на самом деле, очень хорошие. Изобилие просто всего, что только можно. И тебе и сладости, и овощи, и фрукты, и всякие колбасы, и там кастрюли со всякими разными стоят, у них тоже там всякие сосиски вареные всех видов, тоже колбасы.
вареные, станция есть с омлетами. И что еще? Фрукты, овощи, кофе, чай, соки. В общем, на завтрак определенно стоит потратиться, на мой взгляд. Просто супер. Дешевле вы нигде в Бодруме не позавтракаете. И плюс тут, просто очень вкусно все и очень много всего. Я по всем кастрюлям лазить не буду, снимать вам все это. Но имейте в виду, завтрак того стоит. Друзья, делаю обзор номера, как обычно, в последний момент перед самым выездом. Вот такой вот у меня номер был. Окна хотелось бы, конечно, побольше. Вот они здесь вообще узенькие. Большая классная кровать, спалось на ней великолепно. Вот тут вот телевизор, сушилка, кондиционер, зеркало. Вот бесячий момент. Зеркало, оно просто для гномов какое-то. Это вот в отражении, вот вообще вот так вот я себя все время видел. И вот так вот мне приходилось в такой вот позе стоять, чтобы там, не знаю, какую-то красоту навести на лице, на голове. Вот тут вот есть холодильничек такой маленький, там чайник, чашки, чай, кофе, шкаф, вместительный, просторный, сейф есть. Ванная комната просто гигантская. Вот. Опять такая же тема, бесячие зеркала. Вот так вот я себя все время вижу, просто раздражало дико. Чуть подуставший, чуть пошарпанный номерок. Окна хотелось бы, конечно, побольше, но, опять же, вот есть пакетные туры, а я сюда заехал по бич-пакетному. Я за 3 ночи заплатил $170. У них какой-то аттракцион невиданной щедрости был на букинге. Обычно у них такая цена за сутки. И поэтому за эту цену у меня вообще никаких претензий нет. Все классно вообще было. Отельчик мне за эту стоимость понравился. Завтраки были вкусные, за завтраки доплачиваем. Я рассказал уже по поводу завтраков момент. Вот. В целом вот такой вот номер. Напоследок вот так вот еще окину его. В целом вот у него как есть отметка на букинге 8 из 10. Вот он плюс-минус, наверное, ей соответствует. Да? Такой чуть старенький, чуть пошарпанный, чуть подуставший отель. Но в целом у него классный пляж, вкусные завтраки. Территория такая приятная, прям, чувствуешь себя миллионером из 90-х. Такой вот у него вайб Санта-Барбары какой-то. Классная бухта, прикольный пляж. В целом я остался доволен отдыхом здесь за эту цену. Великолепно вообще было. Поэтому если он по какой-то там скидке идет, то в целом можно брать, если вас не смущает месторасположение его. Месторасположение, кстати, я бы сказал, в какой-то степени даже его плюс. Потому что чуть в отдалении от всего есть прекрасные виды во все стороны, если подняться на холм. Единственное, добираться сюда пешком тяжеловато. Да, придется тратиться на такси, если вы не любите ходить пешком или вам это тяжело. Вариант для Бодрума за этот ценник, который у меня был, вообще шикарный. Вот. Я не знаю за эту цену, что бы я вообще в Бодруме снял. Но вот такой вот обзор, друзья. Выселился, депозит вернули. Из депозита вычли мои завтраки. И все. В целом было все классно, все кайфово. Опять же, если отель на каких-то акциях, скидках, то в целом можно вообще смело брать. Мне очень здесь понравилось мое проживание, отдых. Все было супер просто. Ну и напоследок бонус для тех, кто досмотрел до этого момента. Если вы уже посмотрели все в Бодруме, наплавались, нагулялись и хочется еще впечатлений, то при наличии шенгенской визы вы можете отправиться на греческий остров Кос на пароме. А если шенгеном не располагаете, то вместо Коса можно одним днем сгонять на дачу. Не переживайте, картошку окучивать не придется, дача — это название городка. Прямо на набережной находится касса, в которой можно приобрести билеты. Вот, пожалуйста, ценник вот такой вот. В 9 утра отправление, в 6 утра возвращение, насколько я понимаю. Вот, пожалуйста, такой вот ларечек. И вот здесь слева сразу паром, да, то есть там и машина может заехать, какой-то, я не знаю, мотоцикл, и сверху там вот люди размещаются. Пара часов по морю, и вы оказываетесь в небольшом уютном городе. Особо здесь делать нечего, но приехать посмотреть, как люди живут, можно. Дача есть неплохой пляж, где можно искупаться и позагорать, а потом отправиться в райончик Эски-дача, то есть старая дача. Тут вы найдете такие вот старинные дома и каменные улочки. В общем, друзья, такой вот трейлер. Дача — прикольное местечко. Если у вас выдался денек из Бодрума свободный, можно вообще сгонять
И интересно провести время, погулять по таким вот необычным улочкам. Вайб очень похож на бодрумский, но в то же время и что-то похожее на Алачаты есть. В общем, местечко красивое, интересное. Однозначно рекомендую заглянуть сюда. Какие у меня впечатления от Бодрума? Да самые кайфовые на самом деле. Городок уникальный, со своей атмосферой и действительно выделяется среди других курортных городов Турции. Конечно, за все мое пребывание здесь никакого Сан-Тропе в Бодруме я не почувствовал. Если бы прайс был адекватный наравне с другими курортами, то я приезжал бы сюда почаще. Ну а так как по мне за эти деньги, что вы потратите в Бодруме, в Турции можно отдохнуть в гораздо более интересных местах. Надеюсь, это видео было полезным и интересным. Если что упустил, задавайте вопросы в комментариях. Также я предлагаю вам посмотреть и другие видео на канале и прощаюсь с вами до скорых встреч в новых путешествиях. Пока!